Дорогие друзья, вас приветствует канал Домашняя кухня. Ну что, дорогие друзья, сегодня мы с вами делаем пальцем пханую колбасу, как у нас говорят. Своя собственная колбаса сделана будет из свинины. В данном случае у нас свиная лопатка, тут 2 килограмма 700 грамм. На этот вес мяса нам понадобится 2 головки чеснока, 45 грамм соли, пол столовой ложки черного перца, столовая ложка кориандра, 2 лавровых листика и вот буквально 3 душистых перца. Перец и лавровый лист я буду растирать в ступке с небольшим количеством соли. Ну и, собственно говоря, кишки я их покупала в магазине. Они уже полностью готовы. Их надо только замочить в водичке с уксусом. Немножко, буквально столовую ложку уксуса. Вот. И после того, как они полежат в уксусе, очень хорошо их промыть под струей воды. Мясо я буду измельчать вот на такой мясорубке нашей советских времен. Электрическая у меня не приспособлена для производства колбасы, потому что там нет вот такой крупной насадки. Вот. Нарезать мясо я не буду, потому что пробовала и нарезать мясо вручную, и делать вот, измельчать на мясорубке вот с такой насадкой, и практически разницы я не вижу. Поэтому, чтобы укоротить процесс производства колбасы, воспользуюсь мясорубкой. Вот. Ну вот, в принципе, и все. Сейчас я измельчу мясо и дальше покажу, что мы с вами дальше будем делать. Ну вот, измельчила я все мясо. Это у нас была лопатка. Теперь 200 грамм воды я высыплю нашу соль. Тут 45 грамм или 2,5 столовые ложки без верха. Все перемешаем. Фарш для колбасы, вы знаете, надо добавлять водичку, чтобы колбаска была сочная. Пока мы добавляем 200 грамм, а потом посмотрим. Напоминаю, у нас с вами 2 килограмма 700 грамм мяса. Так, вылили нашу воду. Так, 2 головки чеснока высыпаем. Перец черный. Возможно, не весь, я сейчас посмотрю. Да, немножко оставим. 2 чайных ложки. Кто не любит много перца, пускай чайная ложка будет. Так, вот тут у меня 3 перчинки душистого перца и 2 листика лаврового. Я измельчила в ступке вместе со щепоткой соли. Тоже сюда. И самый ароматный ингредиент нашей колбасы — это кориандр. Он был целый, в ступке измельчила. Такой запах, просто невероятный. Ваш продукт всегда выиграет, если вы будете все специи измельчать буквально перед тем, как делать колбасу. Ну что, мы все сюда отправили, все наши специи. Теперь надо хорошенько вымешать наш фарш для колбасы. Это очень важно сделать подольше, потому что
От вымешивания фарша тоже зависит сочность и текстура нашей колбасы. Начнем. Вымешиваем руками, потому что ничем вы так фарш не вымешаете, как руками. Фарш хорошенько с уголков посуды надо отправлять в серединку. Вот уже вся жидкость, которую мы с вами влили, 200 грамм у нас было, она благополучно впиталась. Запах стоит просто невероятный. Чеснок, кориандр, душистый перец, лавровый лист, горький перец. Все это делает свое дело. Вернее, не горький, а черный перец. И после того, как вымешаем фарш, его надо оставить на минимум пару часов, а желательно в холодном месте на ночь, чтобы он пропитался всеми запахами, всеми соками. Чтобы тут все наши специи переженились. Мы колбасу вымешали, вернее фарш вымешали. И теперь мы его... Вот все, вода впиталась полностью. Нет ничего. Зато фарш чувствуется, что сочный. Аж пыхтит под руками. Вот. Жидкости не осталось ни грамма. Все перемешалось, все специи. Сейчас мы его накроем. Крышкой и выставим. Вот у меня на лоджии холодно. Наш фарш простоял ночь в холодильнике, пропитался всеми ароматами специй. И теперь можно уже его закладывать в кишки. Для того, чтобы сделать нам колбаску, нам понадобится старая мясорубка. Может, у кого-то электрические приспособлены к производству колбас, но по факту вот эта мясорубка старая, советская, она лучше всего для этого пригодна. Значит, для того, чтобы одеть кишку на вот такую насадочку, нам ее нужно смазать маслом, чтобы кишка свободно продвигалась по насадке. Итак, мы намажем нашу насадочку небольшим количеством масла. И начнем натягивать кишку. Такая неуловимая. Вот эта кишка, наверное, 1,5 метра где-то размером. Займет почти весь носик. Конец кишки мы одевать не будем, мы его просто оставим свободный. И
Когда у нас фарш пройдет до конца кишки, тогда завяжем ниточкой. Это делается для того, чтобы сразу выпустить воздух из кишки, который будет захватываться фаршем. Ну вот, где-то вот такой кончик мы оставим сейчас. А потом его завяжем. Так, водичку лишнюю сольем. И сейчас просто набираем фарш из кастрюльки и начинаем продвигать в кишку. Вот пошел фарш. Удобнее, конечно, делать колбасу, когда кто-то крутит, а кто-то регулирует процесс набивания кишек колбасу, фаршем, то есть. Ну, можно и одному человеку справиться, тут ничего сложного нет. Колбасу не набиваем сильно туго, потому что при тепловой обработке она может лопнуть. Поэтому и вот таким образом набиваем все кишечки колбасным фаршем. Ну, когда я это все сделаю, я вам покажу, сколько у меня колбасы получилось. Ну вот, дорогие друзья, вот такая у нас получилась колбаска. Тут 2 большие кишки ушло и один вот такой вот маленький кусочек получился. Сейчас я его разрежу и поджарю на сковороде, чтобы показать вам колбасу в разрезе. Обжариваем на маленьком огоньке, небольшом. Значит, когда переверну на другую сторону, я добавлю немножечко водички, чтобы она чуть-чуть подтушилась. Тут у меня уже ковшик для картошки. В общем, когда все приготовится, я вам покажу, какое у меня получилось блюдо. Ну что, друзья, вот такое блюдо у нас получилось. Колбаска пожарилась, пюре отварилось. Тут моя капуста квашеная, тоже собственного производства. Давайте попробуем колбасу. Вот она какая сочная. Видите, сок прям вытекает. Мясная, сочная. Это что-то невероятное. Трудно передать словами вкус и аромат. Единственное, что я могу сказать, попробуйте, сделайте, и вы узнаете, как это вкусно. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал, за лайки и отзывы. Готовьте с удовольствием. Всем здоровья и процветания!